Всем привет и добро пожаловать на канал Пал Саныч, где мы обозреваем компьютерное железо, периферию и гаджеты. А сегодня у нас на обзоре монитор фирмы MSI. Я его распаковывал 2 месяца назад, так что у меня уже есть опыт эксплуатации. А сейчас давайте перенесемся на 2 месяца назад, где я делал распаковку, посмотрим, что у нас в комплекте и прочее. А потом вернемся в настоящее, и я вам расскажу полностью свое мнение, покажу функции. В общем, расскажу про монитор. Так что присаживайтесь поудобней и поехали! Это у нас монитор ультраширокий MSI Mag 345 CQR с разрешением 3440 на 1440. А давайте мы сейчас перейдем к распаковке и посмотрим на него поближе. Вот так вот буду я выглядывать из-под него. Здесь нас встречает коротенький кабель DisplayPort, внешний блок питания, вторая часть блока питания, сама инструкция и крепление веса. Это у нас часть ноги, первая. Вот такая вот вторая часть ноги. Тут винтики приклеены сразу. Давайте мы монитор пока что отложим, соберем ногу. Давайте соберем. Ножки у нас из алюминия. Они явно не на быстросъемах. Вот такая вот у нас получилась ножка. Мы ее сейчас чуть-чуть отложим в сторону, потому что на сцену вступает монитор. Итак, мы снова в кадре. Давайте откроем его заново. Так, снимаем пенопласт. Нас встречает спинка. Так, вытащил эту громадину с коробки, а теперь надо вытащить отсюда. На самом деле он даже спокойно стоит без ножки, так что ножки придумали для дураков. Можно вот так вот использовать этот монитор. Ну, не рекомендую, конечно. Давайте. Давайте снимем. Опа! Итак, это первый мой изогнутый монитор. Полным опытом я поделюсь в этом же видео чуть позже. А именно вот сейчас. И что я могу сказать об этом мониторе? Есть, конечно, за что его похвалить, а также есть за что его поругать, несмотря на то, что, наверное, это один из самых дешевых мониторов за свою цену, где-то плюс-минус 300 баксов. Но также есть аналоги среди Asus TUF, Samsung или просто Asus. Итак, наши характеристики. Первое, самое главное, из-за чего я его взял, это, конечно же, его разрешение 3440 на 1440. Но это, понятное дело, никому не секрет. Матрица здесь у нас VA. И сразу из минусов этой матрицы это ее маленький угол обзора. Также черный свет. Вы можете видеть разницу между черным тем монитором и черным этого монитора. Угол обзора, конечно, меня немного не смущает, потому что в основном мониторы смотрятся прямо и никаких проблем у меня лично не возникает. Это все-таки не телевизор, где хочется посмотреть его
слева, справа, когда вы там ходите по комнате. В общем, угол обзора для меня это не очень нужный параметр, если честно. Да, конечно, насыщенность можно чуть-чуть подкрутить, но сделать это как у IPS или тем более как у OLED практически невозможно, так что с этим стоит смириться. Частота обновления 180 Гц и отклик матрицы в 1 миллисекунду. Так что для большинства юзеров он подойдет отлично, особенно если вы играете в AAA игры, так как у многих людей игровые машины, скажем так, усредненные, и загрузить этот монитор на все 180 FPS при максимальных настройках, ну, тяжеловато. Разница между 60 Гц и 180 Гц очень, конечно, прям заметно. Когда я первый раз взял пощупать этот монитор, я прям сразу увидел, насколько он плавный. Сейчас я вставлю или не вставлю, не знаю. Скорее вставлю. Не вижу, конечно, немного в этом толка вставлять тест хотя бы банально с мышкой. Не вижу в этом смысла, потому что YouTube все-таки загружает видео в 24 кадра, и это даже не 60. И картинку, то, что вижу я и то, что видите вы, будет абсолютно разное. Будем, конечно, видеть, я это вставлю, а вы уже скажете, видно это в YouTube или не видно, но скорее, что нет. Для меня был важен радиус кривизны, поэтому я выбрал монитор с радиусом кривизны в 1000 R. Кто не знает, что это такое, сейчас здесь появится скрин радиуса кривизны. Как по мне, это самый комфортный радиус, за ним приятно играть, работать и просто смотреть контент, если это можно назвать приятным, когда у вас полосы по бокам. Кому нужна информация по покрытию, это, понятное дело, монитор матовый. Я думаю, это база, добавить нечего, как и яркость в 300 кандел. Ну, окей. Я вообще немного не понимаю, многие там пишут там яркий, темный монитор. В чем проблема закрыть шторку, если у вас в комнате светло, а на улицу вы же его не потащите, и пиковая яркость, но ну зачем? Пусть будет. Окей, затронем поставку. Она мне не нужна, и вам я, если честно, не советую стандартные все эти подставки, неважно какую, а слово совсем. По причине того, что это дико неудобно. У меня это вилка, у кого-то лопата, она занимает кучу места на столе, и отрегулировать его очень сложно. Если вы захотите его подвинуть, придется двигать со всеми кабелями, кабель менеджмент, там все так себе, провода будет торчать. Да, сама ножка выполнена из алюминия, она крепкая, мощная, на быстросъемах, двигается, великолепная. Но я не сторонник этих ножек и всегда буду топить за кронштейн, потому что его можно подвинуть на себя, его можно отодвинуть, поднять, покрутить вокруг стола, если вы это захотите. К тому же кронштейн — это минимализм, и выглядит все это аккуратно. Вы можете спокойно разместить под монитором все, что вы захотите. У меня вон стоит с AliExpress колоночка, ссылка на которую будет тоже в описании. Вы можете во время игр подвинуть монитор на себя и просто с таким экраном погрузиться в этот игровой процесс. И это просто кайф. Что я могу еще сказать? Если у вас стол подъемным механизмом и джойстик, вы можете настроить стол так, чтобы поднять его, залезть под стол, выдвинуть монитор, расслабиться, сесть и играть. Это просто чистой воды кайф. Так что рекомендую как и стол с подъемным механизмом, так и кронштейн для монитора. Что по функциям? Я, конечно, не фанат функций, я по большей части просто настроил один раз там контраст, пару функций для глаз, и на этом дело заканчивается. Но все же давайте немножечко пробежимся. Функций тут много, настройки самой герцовки, яркости, языка, кстати, там есть русский язык, и даже настройки прицелов, режимов игры. Я про всех них рассказать не смогу, и не вижу, если честно, сценариев, где они нужны.
По большей части вы настроите его один раз и, наверное, больше трогать не будете, как и я, как и, наверное, большинство людей. Тут есть ночное видение, AI Vision, Adaptive Sync, о котором мы поговорим чуточку позже. Эти все функции я попросту не использую, не вижу в них особого смысла. Больше всего меня интересовало это качество работы функции Blue Eye Filter, он же фильтр синего цвета. Эта функция работает лучше, чем на моем старом, но все же я призываю людей использовать специальные очки для компьютера. Сейчас я их убрал, не знаю где они, но все же в очках сидеть не стыдно, а это в дальнейшем избавит вас от коррекции глаз, которые на сегодняшний день все-таки стоят приличную стоимость, ну либо хотя бы отложит этот процесс, если вы будете применять очки, а также какой-то контровой свет, там, будь то такой, как у меня, или будь то рядом лампа, какой-то ночничок, потому что использовать свет от монитора как основной источник освещения в комнате — это некорректно. Также у меня есть подсветка, сейчас я ее выключил, потому что выглядит это на кадре не очень, скажем так. А касательно важной функции Adaptive Sync, у меня вообще, если честно, ужасное впечатление. Не знаю, связано это с тем, что она не хочет корректно работать с моей видеокартой, поэтому спойлер или нет, этот моник может плохо дружить с видеокартами от Radeon. Поэтому пока я не протестирую эту функцию на картах от Nvidia, делать полный вывод насчет Adaptive Sync я не буду. Но в общем, по идее, эта функция должна делать приятно от игр, а получается, если честно, наоборот. С выключенным функцией у вас неприятное ощущение при просмотре динамичного фильма или то сериала. Ну, другим словом, саму проблему я больше покажу в самом видео про видеокарту, которая будет ровно через неделю. Так что не переключайтесь, подписывайтесь и давайте дальше. Из стандартных минусов широкоугольных мониторов можно отнести, что не каждая интернет-страница может растянуться во весь экран. И у вас попросту будут пустые области по краям, также при просмотре контента на том же самом YouTube просто черные полосы. Потому что все-таки большинство контента создается под разрешение 16:9. А у нас 21:9 и маленький дискомфорт. Но с учетом того, что эти мониторы по большей части игровые, все-таки игровой экспириенс в них супер. Также, конечно, можно в них работать, но кто не требовательный, может этим, конечно, насладиться. Я такой же человек, мне особо цветопередачи какой-то супер-пупер не надо, по крайней мере, я не балованный этим. И мне этого монитора даже для монтажа в принципе достаточно. Я там ничего не крашу, мой монтаж на уровне школьника, скажем так. Но будем развиваться, правильно? Из минусов еще матрицы, что я хочу добавить, о чем я вспомнил. По краям, это я заметил во время того же самого монтажа, такое ощущение, что экран немного заходит внутрь корпуса. И если у вас там есть какие-то тонкие линии, они будут заворачиваться, их не будет видно. Сейчас у вас на экранах подсъемы, как это выглядит для меня. Ну, вот такая вот проблема есть, и вы должны об этом знать, понятное дело. Кому-то также будет из минусов это отсутствие динамиков на этом мониторе. Для меня лично это плюс, потому что я никогда не использую внутренние динамики, будь то даже достаточно хороший телевизор. Всегда использую акустическую систему внешнюю, и это как минимум уменьшает плоскость звука. В данном случае у меня тут хоть и очень дешевая китайская система, ну как система, колоночка. Я уже говорил, что будет ссылка на AliExpress на нее. Она стоила там 10, в районе где-то 10-12 долларов, не помню, я ее брал уже несколько месяцев назад. Для просмотра ютуба, тихой музыки, Для большего, конечно же, она не подойдет.
и как замена штатной системы, которая явно была бы хуже. Я ставлю за это лайк. Не могу ругать MSI, потому что они не поставили туда динамиков. Блин, я не любитель динамиков внутри мониторов, внутри телевизоров. Оно удорожает конструкцию, а вы им по сути не пользуетесь. А если я захочу послушать музыку, у меня вот тут вот есть Bowers & Wilkins. В общем, спасибо MSI, что убрали колонки. Многих также бесит такая вещь, как внешний блок питания, а у меня наоборот это радует. И если честно, я не понимаю, почему люди так пенятся, когда говорят, вот, на дворе 21 век, уже пора, блин, делать внутренний блок питания. У меня раньше был монитор с внутренним блоком питания, и что он сделал? Сгорел. Пришлось разбирать весь монитор, искать этот блок питания, найти, скажем так, не самый приятный опыт, особенно если это какой-то там недокитайский, полукитайский монитор. Я обыскался, не знаю, неделю, наверное, искал этот, пока он приехал, пока то, пока сё, блин. Ну, в общем, если честно, я не люблю внутренние блоки питания, лучше иметь внешний блок питания, который, если и сгорит, то ты пошел, купил в магазине что-то подобное или заказал что-то подобное. В общем, найти внешний блок питания — это не такая уж и проблема, как найти внутренний блок питания. Закинул его в нишу и забыл. Сгорит, пойду в ближайший магазин или в тот же самый Marketplace и просто по похожим характеристикам, соблюдая полярность, просто подберу абсолютно то же самое. Не вижу никаких проблем во внешнем блоке питания. За смартфоны вы же не говорите, почему на сегодняшний день не выпускают смартфоны с встроенным блоком питания. Завтра перестанут блочки ложить, вы начнете вонять, блин, что наоборот, положите мне блок питания, монитором почему не воняете? Ну, если честно, я не понимаю. К тому же внешний блок питания банально удешевляет конечное изделие, потому что производятся они явно не производителем мониторов и просто заказывают их партиями. Это куда дешевле, чем разрабатывать под заднюю крышку свой блок питания. Блин, это достаточно трудоемкий процесс. А когда он внешний, блин, это просто купил другой, блин, у другого производителя и поставил в своей поставке. Никаких проблем. Хороший лимонник за свои деньги? Ну, думаю, ответ очевиден. У него достаточно скромный дизайн, ну, относительно скромный, с учетом задней подсветки. Да, она не яркая, но приятная, не мешает. Кто хочет, можно просто ее банально отключить. Есть, конечно, у него также куча аналогов в виде того же самого Asus, Odyssey, я этого говорил уже в начале этого монолога. В общем, как первый экспириенс такого формата монитора за 300 баксов, мне кажется, это очень приятная цена. Брать его, понятное дело, не просто можно, а я вам советую, если вы любите поиграть, то как минимум хотя бы один раз в жизни попробовать, что такое широкоугольный монитор. Это очень приятное ощущение. Не знаю, некоторые блогеры говорят, что вот, посидите за таким монитором, потом не сможете сидеть за квадратным, он у вас там, кто-то говорит выпуклый, кому-то впуклый, вогнутый, блин, неважно. У меня лично такого ощущения нету. Как пользовался, так и пользуюсь. Разницы до и после я, если честно, не чувствую. Но сидеть за квадратным монитором и играть на сегодняшний день для меня это уже, если честно, дико. Хочется уже, если брать другой монитор, то уже брать с другой матрицей, но обязательно широкоугольный. Вот. Больше я, как основной монитор, использовать квадратный, наверное, в жизни не буду. Конечно, есть вероятность, что я переобуюсь, но пока что так. В дальнейшем увидим. А на этом я, наверное, с вами буду прощаться. Закончу свой монолог. Надеюсь, вас не утомил, воды не налил. В общем, берите монитор, кайфуйте, радуйтесь, играйте. Всем пока.